Ну да, как бы я до этого выступал вот пару лет, вот горный бег у меня там, ну, не складывалось, там 5-е было место. А сейчас вот вроде там, ну и в том числе и синтезит принимал, и вот в этом году получилось выиграть горный бег. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы находимся на канале биоактивного минерала Синтезит. Меня зовут Александр. У нас сегодня в гостях Андрей Сафронов. Андрей Сафронов – это один из спортсменов Российской Федерации. И он вот недавно имел опыт приема синтезита. Также он выступал на определенных соревнованиях, и мы сегодня вот спросим у Андрея, какой у него был опыт, да, чего он добился на этих соревнованиях, когда он выступал, побеждал в последний раз, может быть, были какие-то изменения по самочувствию. Если нет, то нет, если да, то да, как говорится, говорим только правду, придумывать ничего нельзя. Итак, Андрей, еще раз здравствуйте, пожалуйста, расскажите, как вот вы с синтезитом познакомились, как это все случилось, и что вы почувствовали, какие у вас были достижения или не было. Здравствуйте, меня зовут Андрей Сафронов. Мой спорт международного класса по легкой атлетике. Мой опыт приема синтезит, так, мне прислали, так скажем, синтезит. Я его принимал в период до соревнований. Я выступал, в этом году на горном беге, и так получилось, я выиграл. То есть помог синтезит или помогли тренировки, это тоже как бы это. Ну, прием синтезита тоже поспособствовал, скажем так. Ну Бежалось да, да, мы не хорошо. будем однозначно утверждать, что как бы там синтезит сыграл какую-то супер мощную роль, да, потому что, как говорится, анализов, наверное, никаких по крови не делали, посмотреть, сравнить, как говорится, не с чем. Субъективное ощущение, вот есть субъективное ощущение. Однако результат есть результат, да, как говорится, то Ну есть да, вот. как бы я до этого выступал вот пару лет, вот горный бег у меня там, ну, не складывалось, там 5-е было место. А сейчас вот вроде там, ну и в том числе и синтезит принимал, и вот в этом году получилось выиграть горный бег. Я думаю, синтезит тоже способствовал этому. Андрей, скажите, пожалуйста, а горный бег это был чемпионат или соревнования? Был чемпионат России по горному бегу вверх в Железноводске. Ну вот в начале, то есть в середине марта были соревнования, 21 год. Угу, угу. А скажите, пожалуйста, а последние разы, когда вы последний раз выступали, вы говорите, 4-5 места занимали, это какие года были? Ну это 20-й год, там 19-й год. Угу. А сейчас вам сколько лет? Сейчас мне 35. 35 лет. Ну, как сказать, вернуться в колею в 35 лет, это тоже такое достаточно хорошее достижение, я считаю. Ну да. Ну, хорошо. А еще какие-то замечания есть или вот каких-то других там по здоровью моментов? То есть вы здоровы, вы спортсмен, у вас со здоровьем все хорошо, насколько я понимаю. Ну да. На здоровье не жалуюсь, вроде все хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, ладно, спасибо большое, что уделили время. Будут какие-то еще впечатления, дальнейшие победы, как говорится, да, всегда готовы поучаствовать. Интенсив закончился. Хорошо, этот вопрос мы потом еще отдельно, конечно же, обсудим. Вот. Уважаемые зрители, ну, у нас уже на канале была спортсменка Гела Хлыщ. Вот сегодня у нас Андрей Сафронов. Скоро у нас будет еще интервью с Алексеем Дреминым, тоже человек, который входил в сборную России по определенным Выступал моментам. на Олимпиаде. Выступал на Олимпиаде, да, то есть потихонечку в сторону спорта мы двигаемся. Синтезит чем примечателен? Тем, что он помогает увеличить количество здоровых стволовых клеток. Да? Здоровые стволовые клетки – это
так сказать, резерв для того, чтобы быстрее восстанавливались собственные клетки, мышц, органов и тканей спортсмена. Синтезит помогает разжижать кровь, насыщать ее кислородом. Это, соответственно, дает тоже определенный бонус к спортивным достижениям. И я хочу еще напомнить, уважаемые зрители, что когда мы в 2019 году первый раз получили синтезит, мы начали опыты на грызунах, на мышах, на лабораторных мышах, которых нам привезли из специального питомника. И первым, что мы заметили, это то, что мыши, которые получали синтезит, они крутили колесо в 2 раза больше. То есть мы сразу поняли, что эта штука работает на выносливость. И, соответственно, потом последующие эксперименты выяснили, которые мы проводили в НИИ медицинской приматологии города Сочи, выявили, что у грызунов еще и увеличилось количество стволовых клеток более чем в 2,5 раза. И абсолютно все это дело не токсично. Поэтому, естественно, мы обращаем внимание на спорт, обращаем внимание на спортсменов. Уважаемые спортсмены, работать могут не только стероиды, поэтому смотрите на результаты других людей. Тем более сейчас очень сильный допинг-контроль. Все это дело фиксируется и проверяется. Андрей, скажите, а у вас пробы брали на стероиды? Ну, на горном беге нет, не брали. Ну, вообще я очень много сдавал доп-контролей в своей жизни. Сейчас вот на этих соревнованиях не было допинг-контроля. Сейчас не сдавали. Ну, вообще на стероид сдавал. Стероид там на кровь, там на ИПО и на всякие такие. Связь пропала. Алло, Андрей. Ага, вот сейчас слышу. Да. Алло? У меня да, да, слышу. Хорошо, я еще раз благодарю за то, что уделили время. Желаю вам дальнейших спортивных успехов, новых результатов. И ближе к 50 годам еще там 10, 20, 30, 40 побед в вашей жизни на разных чемпионатах. Спасибо. Всего хорошего, до свидания. Уважаемые зрители, спасибо, что просмотрели наш ролик. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, до свидания.